Привет, друзья! Сегодня приготовим очень эффектное блюдо к праздничному столу на Пасху. Обещаю, будет вкусно, красиво и интересно. И если вам понравится рецепт, то обязательно ставьте лайки. А мы не теряем больше времени и поехали готовить! Для нашего блюда главный элемент – это насыщенный ароматный бульон со вкусным мясом. Поэтому сейчас первым делом мы сварим бульон и подготовим мясо. Я взяла вот такую кастрюлю, у меня чугунная, и сейчас мы туда отправим куриную грудку, добавляем морковь, чеснок и лук, грибы, лавровый лист и душистый перец горошком. Он дает более мягкий и глубокий аромат. Чтобы добавить легкий унаги оттенок, вливаем соевый соус немного, чтобы бульон остался прозрачным. Также добавляем небольшой кусочек имбиря для глубины вкуса. Заливаем водой и отправляем кастрюлю на среднем огне где-то на 20-30 минут. А пока бульон варится, мы будем заниматься с нашими яйцами, потому что они тоже один из главных ингредиентов нашего блюда. Берем обычные яйца. Со тупой стороны яйцо аккуратно бьем, чтобы не повредить шкарлупу и она не треснула больше, чем нам надо. После этого начинаем аккуратно расширять отверстие, работая очень аккуратно. Я использую пинцет и постепенно расширяю отверстие. Затем выливаем содержимое в отдельную миску. А содержимое яиц мы в никаком случае не выкидаем. С ними мы можем сделать очень вкусный паскальный кулич или итальянскую карбонару. Пора нам дезинфицировать наши шкарлупы. Для этого отправляем ее в миску и заливаем горячей водой. Таким образом мы убираем возможные бактерии. Оставляем на 3-4 минуты. После этого достаем шкарлупу из горячей воды и ставим ее в яичном лотке с отверстием вниз, чтобы она хорошо просохла. Это важно. Шкарлупа должна быть полностью сухой. А теперь мы займемся с желатином. Можете взять агар-агар, но честно, я была в шоке, что в Румынии практически нигде не можно найти в обычных магазинах агар-агар. Поэтому пришлось брать обычный желатин. Давайте теперь мы его подготовим к нашему рецепту. Растворяем желатин в холодную воду и оставляем, чтобы набух минут на 10. Важно, в кипящий бульон желатин добавлять нельзя. Он потеряет свои свойства и, к сожалению, не получится наше блюдо. И пока мы все это сделали, наш бульон уже готов. Теперь его нужно обязательно процедить, чтобы он был чистым и прозрачным. Берем дуршлаг, ложим в нем бумажное полотенце и выливаем бульон. Посмотрите, какой прозрачный он получился, а все кусочки остались на бумажное полотенце. Когда желатин готов, отправляем его в готовый бульон температурой где-то 45-50 градусов. Главное, чтобы он не был горячим. А теперь самое интересное. Будем собирать наше блюдо. Я добавляю укроп, куриное филе, запеченную морковь, лук, грибы, кукурузу и горошек. Все это заполняем до самого верха. Главное, не утрамбуем шкарлупу слишком сильно. После этого заливаем бульоном и несколько раз слегка постукиваем, чтобы вышел лишний воздух. При необходимости доливаем бульон доверху. Теперь оставляем наше блюдо до полного остывания, пока желатин не схватится. А пока этого все происходит, мы с вами приготовим картофельный салат. Очищаем картошку и нарезаем ее небольшими кубиками. Добавляем соль в воде и добавляем картофель. Когда он готов, даем ему чуть-чуть остыть и добавляем майонез и немного горчицы. И все тщательно перемешиваем. Наш салат готов. И несколько советов по поводу яиц. Желатин лучше делать более концентрированным. У меня на упаковке было указано 10 грамм на 500 миллилитров воды или бульона. Но в таком случае он получается слишком мягким. Поэтому я лично рекомендую уменьшить количество жидкости примерно на 250-300 миллилитров. Тогда желатин получается более плотным, но главное не резиновым. И при очистке яиц не будет ломаться. И еще один совет. Очищать яйца лучше под проточной водой. Так они чистятся намного легче. Теперь мы переходим к самому блюду. Давайте посмотрим на него вместе.
Наше блюдо наконец-то готово. И посмотрите, насколько оно эффектно получилось. А кроме того, что оно так интересно выглядит, оно очень вкусно. Поэтому, если вы хотите удивить ваших гостей на праздничном столе, то обязательно приготовьте их. Ставьте лайк, если вам понравился сегодняшний рецепт. Подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!